Всем привет! Неужели Тэхён и Чингук действительно одновременно оставляют так много намеков для ERMY? Или все, что произошло за последние несколько дней, всего лишь совпадение, которое фанаты связывают воедино? Почему Чингук внезапно появился один на концерте Stray Kids, а затем впервые за долгое время вышел в прямой эфир, в то время как Тэхён тоже почти одновременно начал активно делиться своими занятиями? И самый главный вопрос, который волнует многих, почему все больше моментов, связанных с ними, снова становятся предметом обсуждений прямо перед концертом BTS в Нью-Джерси. Давайте разберем все по порядку, потому что хронология этих событий действительно полна моментов, которые заставляют ERMY снова и снова строить различные предположения. Последние несколько дней стали по-настоящему насыщенными для поклонников BTS, особенно для тех, кто внимательно следит за Тэхёном и Чингуком. Почти каждый час появлялись новые фотографии, новые видео, новые сторис и даже прямые эфиры, из-за которых социальные сети снова наполнились обсуждениями. Интересно не только то, что оба артиста стали активнее, но и то, что их появления происходили почти одновременно. Именно поэтому многие фанаты начали восстанавливать полную хронологию всех событий. Одним из самых обсуждаемых моментов стало неожиданное появление Чингука на концерте Stray Kids. Никаких официальных объявлений заранее не было. Никакого специального выступления тоже не состоялось. Чингук пришел исключительно как зритель вместе со своим менеджером. Его появление моментально вызвало бурную реакцию в социальных сетях, поскольку большинство поклонников совершенно не ожидали увидеть его среди тысяч зрителей. Учитывая, что Бан Чан является одним из близких друзей Чингука и входит в круг друзей 97, Line, куда также входит Тэхён и несколько других айдолов, само по себе его присутствие выглядело вполне естественным. Тем не менее, всегда интересно видеть одну из крупнейших мировых суперзвезд, которая просто наслаждается концертом как обычный зритель. Во время концерта произошел забавный момент, который сразу стал вирусным. Феликс бросил свои очки в толпу в качестве подарка. Неожиданно очки упали прямо рядом с менеджером Чингука. Менеджер на мгновение растерялся, а затем передал их Чингуку. Чингук надел очки и с улыбкой посмотрел вокруг. Эта простая реакция сразу рассмешила поклонников. Многие начали шутить, что Чингук наконец-то сам испытал то чувство, которое испытывают фанаты, когда артист бросает им памятный подарок со сцены, точно так же, как BTS нередко бросали ERMY полотенца, куртки или бутылки с водой во время своих концертов. Этот небольшой эпизод быстро стал одним из самых любимых среди поклонников, поскольку показал расслабленную и непринужденную сторону Чингука, которую не так часто удается увидеть во время его напряженного графика. Однако Чингук не оставался на площадке до самого окончания концерта. Через некоторое время после его ухода поклонники заметили сторис, которая, как предполагается, была опубликована уже по дороге домой. Цветовая гамма и атмосфера фотографии показались многим очень похожими на эстетичные снимки, которые он публиковал ранее. Именно такие небольшие детали часто становятся поводом для долгих обсуждений внутри сообщества ERMY. Вскоре внимание поклонников вновь переключилось на BTS после выхода лирик-видео корейской версии песни «Нормал», в котором были показаны новые иллюстрации, визуальные концепции и различные кадры. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стало появление Тэхёна в особенно кинематографичной сцене. Многие фанаты даже в шутку написали, что Тэхён и Чингук идеально подошли бы на роли главных героев романтической комедии, поскольку их визуальная химия неизменно привлекает внимание. Разумеется, это всего лишь дружеские комментарии и фантазии поклонников. На следующее утро Чингук снова стал активен и опубликовал новую запись. Спустя несколько часов он поделился еще одним сообщением, после которого многие предположили, что он только что посмотрел южнокорейский фильм, который сейчас идет в кинотеатрах. Почти сразу после этого Тэхён обновил свои сторис в Instagram, выложив видео с тренировки в спортзале вместе с друзьями. Почти одновременная активность обоих участников вновь вызвала волну обсуждений и многочисленных фанатских теорий об их повседневной жизни. Кульминацией стало долгожданное возвращение Чингука в прямой эфир после довольно продолжительного перерыва.
Его трансляцию сразу же встретили миллионы поклонников со всего мира. Хотя эфир был не слишком долгим, Чингук успел рассказать о том, чем занимался в этот день. Он объяснил, что только что ходил в кино и по пути встретил нескольких поклонников. По словам Чингука, он совершенно не против, если фанаты вежливо просят сделать совместную фотографию. Однако он также рассказал о неприятном случае, который произошел с ним, когда он покупал хлеб. По словам Чингука, кто-то внезапно очень близко направил камеру прямо ему в лицо. Он не назвал никаких имен, однако его послание было совершенно понятным. Даже у известных артистов должно оставаться личное пространство, особенно когда они занимаются обычными повседневными делами. Эти слова сразу вызвали широкое обсуждение среди ERMY. Многие поклонники вновь напомнили о важности соблюдения границы между поддержкой любимого артиста и уважением к его личной жизни. В последние годы проблема преследования к поп-исполнителей действительно остается одной из самых обсуждаемых тем. Именно поэтому многие фанаты надеются, что все участники BTS смогут спокойно проводить свое личное время, не ощущая постоянного внимания со стороны окружающих. Почти одновременно поклонники начали внимательно рассматривать некоторые детали на фоне видеотрансляции Чингука. Некоторым показалось, что кресло, попавшее в кадр, очень напоминает предмет мебели, который несколько лет назад уже можно было увидеть в комнате Тэхёна. Другие сравнивали оттенки и отделку мебели, с улыбкой замечая, что у них всегда был похожий вкус. Подобные обсуждения давно стали частью фанатского сообщества и представляют собой скорее увлекательные наблюдения за мелкими деталями, чем какие-либо доказательства их личных отношений. После завершения прямого эфира Тэхён вновь опубликовал сторис, на котором был запечатлен во время пробежки. Видео длилось всего несколько секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы поклонники снова начали активно обсуждать его повседневную жизнь. Одни решили, что он только что закончил тренировку, тогда как другие просто порадовались еще одному небольшому обновлению от своего любимого артиста. Сам Чингук также рассказал, что хотел бы однажды поиграть вместе с поклонниками, однако пока еще не нашел игру, которая подошла бы для этого. Поэтому он пообещал вернуться позже с чем-нибудь более интересным. Перед тем, как завершить трансляцию, Чингук попрощался со всеми зрителями, сказав, что собирается привести себя в порядок, и поблагодарил поклонников за то, что они были рядом. Тем временем внимание ERMY постепенно переключается на следующее крупное событие. Концерт BTS в Нью-Джерси становится все ближе, а ожидание поклонников со всего мира продолжает расти. Для многих это одно из самых долгожданных выступлений группы. Фанаты уже готовятся либо посетить концерт лично, либо смотреть официальную трансляцию, надеясь увидеть всех участников BTS здоровыми и в отличной форме. На фоне всеобщего ожидания новой темой для обсуждений вновь стало интервью, посвященное созданию документального фильма о BTS. Некоторые зрители обсуждали, что во время монтажа документального проекта съемочной группе неизбежно приходится выбирать, какие сцены включить в финальную версию, а какие оставить за кадром из-за ограниченной продолжительности фильма. Это породило многочисленные разговоры среди поклонников о любимых моментах, которые они хотели бы увидеть в документальном фильме, особенно когда речь шла о взаимодействии участников группы друг с другом. Однако важно помнить, что подобные решения обычно являются частью творческого процесса монтажа и далеко не всегда несут какой-либо скрытый смысл. По мере приближения большого концерта интерес к активности Тэхёна и Чингука, кажется, становится только сильнее. Каждая публикация, каждая сторис, каждая прямая трансляция и даже самые незначительные детали мгновенно становятся предметом обсуждения среди ERMY по всему миру. При этом и Тэхён, и Чингук продолжают напоминать поклонникам, что прежде всего они обычные люди, которым также необходимо личное пространство в повседневной жизни. Теперь фанатам остается лишь отсчитывать дни до следующего концерта. Будут ли новые сюрпризы? Появятся ли моменты, которые вновь станут темой обсуждений по всему миру? Пока этого никто не знает. Одно можно сказать наверняка: интерес публики к каждому шагу BTS не ослабевает.
И пока продолжается их путь, даже самые небольшие события будут оставаться частью большой истории, за развитием которой с нетерпением следят миллионы Эйар-и-Амуай по всему миру. Давайте вместе дождемся того, как откроется следующая глава этой истории.